Приветствую всех на своем канале. Сегодня попробую отремонтировать вентилятор, который долгие годы служил, а теперь вдруг отказался работать. Прокручивая рукой за крыльчатку, я чувствую сопротивление, нет свободного хода. Сейчас я включу его в сеть. Вот, зажигаю лампочку, лампочка работает, напряжение пошло. Так, включаю, к примеру, первую скорость. Гудит, но не крутит. Если гудит и то хорошо, значит напряжение поступает на двигатель. А что не крутит, это плохо. Сейчас буду пробовать его разбирать. Хочу его промыть, прочистить и попробовать его отремонтировать. Что из этого у меня получится, вы увидите в конце видео. Еще у меня есть вот такой вентилятор. Я его разобрал, промыл, прочистил, смазал. Но он отказывается работать. Видно, здесь серьезная неисправность. Или пробит статор, или нарушена сама целостность обмотки. Вот, пожалуйста, вот он загорается. И никакие кнопки он не реагирует. Здесь тоже я внутри проверял. Напряжение на электродвигатель подходит, но сам он не работает. Видно, как я уже сказал, обрыв обмотки статора. Так, ну все, перехожу я на вот этот вот вентилятор. Сейчас я откручу вот здесь вот болтик, сниму его, верхнюю часть, и вместе с вами будем его разбирать. Приступаем к разборке. Первым делом откручиваем саму крыльчатку. Здесь левая резьба. Защитный кожух я уже снял, как видно. Дальше откручиваем вот эту вот гаечку. Здесь стрелками показано, куда крутить. Снимаем защитный кожух. Впереди видим два саморезика, тоже их откручиваем. Снимаем верхнюю крышечку. А вот надо вот эту пимпочку снять. Тянем вверх, и она просто вытаскивается. Сзади саморезик. Здесь такая конструкция, у других по-другому, чуть-чуть. Но так, в принципе, они все похожи, электродвигатели. Так, вот добрался я до самого двигателя. Вот он, вот такого плана. Вообще, я даже руками не могу якорь прокрутить. Видно, тут все пригорело. Вот он начал и не крутится. Сейчас я попробую его весь разобрать и прочистить, как я уже говорил. Смазать, промыть. Так, начну вот отсюда. Сниму поворотный механизм. Теперь нам надо раскрутить сам электродвигатель. Откручиваем 4 винта. Бывает, двигатель здесь на болтах есть гаечка, но вот в моем случае гаечек нету. Просто винтики и все. После того, как я открутил 4 винта, аккуратненько, чтобы не повредить обмотку, разбираем сам двигатель. Вытягиваем его из направляющих втулок. Здесь вот резиночка мешает. Так, тут нас провод держит. Сейчас мы разберемся, как нам это все снять.
Здесь вот видно пригорело до такой степени, что втулка даже не выходит с оси якоря. Сейчас я аккуратненько попробую это все снять. Очень туго идет. Потихонечку снимаем. Вот отходит крышечка, статор. И аккуратненько, чтобы ничего не повредить, добираемся до самого якоря. Теперь нам надо с якоря, то есть с оси якоря, снять вот эту вот втулочку. При помощи тисков удалось мне сорвать вот эту вот втулочку, и с трудом, но снял я ее вот с этого вала якоря. Вот она, наверное, нам и держала сам якорь и не давала вращаться вентилятору. Сейчас я все промою. Промывать буду растворителем. Вот тряпочка. Намочили и протираем. Сейчас я произведу смазку. Смазку желательно производить термоустойчивой смазкой. Но у меня такой нету. Я использую литол, потому что в моем случае надо запустить вентилятор. А так берем смазку, которая выдерживает температуры. И смазываем вал якоря там, где он контактирует с крышечкой и вот с этой вот втулочкой. Втулку я тоже протер растворителем. После того, как произведена смазка, собираем в обратной последовательности. Излишки смазки убираем тряпочкой, чтобы они не болтались внутри электродвигателя. Извините, чуть-чуть не так поставил втулочку. Надо ее было ставить наоборот. Вот так вот будет правильно. Лучше сразу устранить неполадки. Вот и все. Все на место стало. Теперь моя задача скрутить две части. После того, как скрутил, проверяю, как вращается якорь. Якорь стал уже вращаться. Руками я его спокойно проворачиваю, ничего не держит. Сейчас еще смазочка разойдется так, как ей надо. И я думаю, все у нас получится. Закрепляю поворотный механизм. Поворотный механизм я прикрутил. Еще раз проверяю. Якорь свободно проворачивается от руки. Теперь я пока это все собирать не буду. Я хочу его проверить. Если он у меня заработает и будет все нормально, то тогда без проблем соберем оставшиеся части. Одной рукой подключил я в розетку. Вентилятор другой вот одеваю на стоечку. Ну, как обычно, проверяем свет. Свет горит у нас. Теперь, ну что, включаем на первую скорость. Ага. Заработал. Заработал. Тут механизм вот этот вот закрутился. Теперь смотрим вторую скорость. Крутится. И третью. Все нормально. Можно теперь его полностью собирать. И тогда опробуем, как он будет уже работать с крыльчаткой. Заканчиваем сборку вентилятора.
ставим все то, что мы не поставили. Перед тем, как закрыть защитную решетку, я еще раз проверяю свободный ход якоря электродвигателя. Он довольно-таки хороший и плавный. Закрываю. И снова идем на испытание. Установил вентилятор на испытательный постамент. Сзади поставил пимпочку. Вот, не забыл, просто ее туда воткнул, и она там стоит. Подключил в сеть. Показываю, лампочка горит. Нажимаем на клавишу включения. И прекрасно видим, что вентилятор заработал. Хочу немного подытожить. Если у вас не крутится или не работает, ну это что, одно и то же, вентилятор, а двигатель гудит, то есть напряжение к нему подходит, но что-то мешает ему закрутиться, разбирайте, промывайте, прочищайте, смазывайте, и все будет у вас работать. На этом я хочу закончить. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Жду вас на своем канале. Все, всем пока.